Фейродис. Здравствуйте, вы сейчас в 2023-м. Обучаете? Обучаю. Где вы это делаете? На мастер-классах и в школе живописи, то есть онлайн. Мне очень нравится ваша манера письма. Спасибо. Хочу под вашим руководством понять, как настраивать себя на такое видение. Вот это как раз то, собственно, чем я и занят последние, я не знаю, 10 лет. Реализм, в котором раньше писала, больше не греет. Хочу расти, но не получается настроить себя на манеру письма, подобную вашей. Скатываюсь в реализм. Это напрягает так, что перестала писать. Без помощи, похоже, не обойтись. Спасибо за ответ. Спасибо вам за вопрос. Так главное это в чем? В том, что 8 марта сегодня. И я поздравляю всех женщин, независимо от того, как вы относитесь к этому празднику. Поздравляю вас с праздником весны, с праздником любви, счастья, которое вы дарите всем вообще людям на земле. И мужчинам, и женщинам. Поэтому вот у меня есть тут лимончелло с тоником. За вас, мои любимые, дорогие. Будьте радостными, несмотря ни на что. Ну а для чего мы живем? Только для этого, я так думаю. С праздником. Ой, хорошо. Так вот, как понять, как настраивать себя на такое видение? Вы правы, этому можно научиться, вы должны научиться. Я могу только рассказать и показать, как я вижу, когда пишу какую-то работу, какой-то мотив. На живых классах это прям, ну, супер, самое полезное. Ближайший в Армении, в апреле, в начале. Посмотрите на сайте информацию о классе и записывайтесь, еще пару человек я возьму. Так, если нет возможности попасть на класс, который бывает, ну, раз там в 3 месяца примерно, ну, редко, но бывают, я провожу, в разных местах. Если нет возможности попасть на класс, заходите в школу, в онлайн, где сейчас акция, она завтра закончится, в полночь завтра. Еще сегодня и завтрашний целый день и вечер. Скидки акционные 60% на все уроки. Почитайте отзывы к урокам, посмотрите видеоанонсы, к каждому уроку есть. Примите решение и покупайте. Чем больше, тем лучше. Это мой вам подарок в честь Дня весны. Причем скидка распространяется и на мужчин тоже. Даже если вы хотите тайно сделать какой-то даме подарок, напишите нам, и мы в ручном режиме ей пошлем, значит, доступ к уроку, который вы там заплатите, а она получит и будет заниматься и двигаться к мастерству. Так что включайтесь. То, что вы в реализм скатываетесь, это дело, в общем-то, обычное. Так научили писать, что называется, вот списывать. То, что видишь, то и пишешь. Импрессионизм – это такая штука, когда ты подключаешь, в основе лежит, естественно, рисунок, композиция, видение тона, теплохолодности, насыщенности, все это вместе, и ты пишешь через ощущения. Ты не пишешь в лоб то, что ты видишь, ты пишешь то, что ты чувствуешь. Это очень просто сказать, сложно сделать, да? Но чтобы понять это, как это почувствовать ощущения, писать ощущения, вроде бы бред собачий. Давайте посмотрим на детей. Ведь они вообще не знают никакой анатомии, но в их рисунках, вроде бы кривых, есть ощущения. Вот они как чувствуют, пишут. Там больше эмоций. Ну, у них нужно поучиться. Есть метод, который это позволяет сделать. Посмотрите, если вы еще не видели первый урок, там вот как раз об этом видении, на многочисленных примерах, как видит художник. Как? Конечно, об этом речь идет в каждом уроке. Мотивы разные, задачи разные, и натюрморты разные, и постановки какие-то с моделями разные, это, тем более, если ты образ пишешь. И еще писать ощущения. Как это все уложить? Сложно, но возможно. Давайте вместе идти к вершинам мастерства. Галливей, разудись рука, размахнись плечо. На большом формате больше разнообразия оттенков, игры света
и тени. Извините. Да что ж вы извиняетесь. Все так. Просто с большим форматом. Большой формат, большие ошибки. Их виднее. К большому формату, к реализации картин на большом формате нужно подготовиться. Подготовить себя через мелкие. Но представляете, вам дадут вот такой чан и скажут: вари борщ на 100 человек. Нужно сначала попробовать на маленьком, чтобы получилось. Потом на среднем 3 литра. Потом 5, а потом уже, не знаю, 50 или 100. Тогда вы будете безошибочно варить. Так и здесь. Нужно все удерживать во внимании. Это сложно. Почему малые форматы важны? Потому что мы вынуждены писать большими массами. Ну, нет возможности, тем более, если кисточка большая или мастихин. Ты сразу обобщаешь, смотришь широко, по среднему тону все берешь. Да, есть там рефлексы какие-то, там свет, но есть средний тон. Вот серединка между этим и этим. Хопа, проложил это все. И не торопись это все там выписывать, всякие козявочки, там морщинки, прыщи. Другое возьми, это. К этому задний план, к этому синий. Синий к этому, в тоне и в цвете. По среднему тону все. А потом уже там светлая часть, потом нюансы. Когда выложится вся эта мозаика по большим массам, разудись плечо, будет легче. Мышление тогда позволит тебе делать и большие работы целостно. Очень часто форматные работы выглядят нецелостно. Опыт нужен. Работа на средних, на маленьких. Есть магия работы пятен больших. Издалека ты видишь картину, вот она собрана или нет. Идешь по выставке, там 50 метров до работы, а ты уже раз тебя зацепил. О, по пятну, все собрано, все логично, все очень интересно, хочется подойти. Бывает такое редко. В основном ты идешь даже вот так вот, не глядя, чего там происходит. Неля 75. Слава, надо сказать, что большое пятно тоже имеет свою неоднородность. В нем большом тоже есть пятна. Ну, конечно, я всегда об этом говорю, тут нет никакого противоречия. Но начинать нужно работу, вести ее, я предлагаю, со среднего тона. То есть у тебя есть запас. Средний тон проложил, в сторону света, хопа, от среднего отталкиваясь, и в сторону там, тени, полутени. А вот нужно ли делать какие-то, как ты видишь, да, вот все вот эти детали, тут решаешь сам, исходя из целостности всей композиции. Нужно ли это или нет. Может быть, достаточно просто эту плоскость, и показать, что рука в этом здесь сгибается. А что-то проигнорировать. Обыватель думает, что художник видит как-то особо и больше, чем он. На самом деле художник видит меньше. Меньше в смысле того, что он может обобщить это, убрать какие-то детали, от целостного пятна идти и посмотреть, где ему добавить, а где убрать совсем все. Это один ключевой момент, это путь к письму не реалистическому, а импрессионистическому. Ты закладываешь, ты пишешь магию пятен, которые ты видишь, ты не пишешь форму. Форма потом может выстроиться в этих пятнах. Вот представьте, ну вот как дети, мы можем же просто вот взять вот эту краску вот эту и покрасить. Взять эту и покрасить. Потом взять там то. Просто вот замазать. Вот нет формы. А потом второй взгляд. Форма. Берете тонкую кисточку, прорисовываете контур. Здесь. Здесь будут там впадины глаза. И начинаете лепить форму на этом вот предварительном пятнистом таком холсте. Вы представляете, как это будет живопись? Вот тут будет сплав ощущения реальности вас, вашей души. Живопись будет.
У меня есть видео под номером 377. Оно будет в конце этого ролика, прямая ссылка. Нужно ли отходить от академизма? Посмотрите его, это как раз в тему.